Витаю, друзья, и здравствуйте, все добрые и адекватные люди. Представьте себе простую ситуацию. Вы вышли из машины зимой, под ногами лед, вы поскользнулись, и вот в этот момент все решает не характер, не сила воли. И даже не то, как вы выглядите в зеркале. Решает одно. Успеет ли тело включиться и за долю секунды подхватить вас, чтобы вы не упали. И вот это важно. После 40, а тем более после 50, падение это не мелочь и не просто возраст. Многие так и думают, оступился, споткнулся, поскользнулся, бывает. Нет, часто это ранний сигнал, что ухудшается не только функция мышц, но и всей системы движения. Во-первых, нервы, скорость реакции, насколько быстро нервная система включит нужные мышцы. Потому что падение чаще происходит не потому, что вы слабый, а потому, что вы не успели. Второе – это суставы. Подвижность там, где она нужна, и стабильность там, где она должна держать. Голеностоп, коленный сустав, тазобедренный, плюс контроль корпуса. В-третьих, функциональность. То, как эти вещи работают вместе. Баланс, координация, способность подхватить себя, когда вы оступились. И вот это вы в зеркале не увидите. Зеркало вам не покажет скорость включения, устойчивость и контроль. И дальше начинается цепочка. Человек упал, начинает беречься, меньше движений, больше осторожностей, больше избегания лестниц, скользких мест, быстрых шагов, меньше нагрузки, и мышцы выключаются еще сильнее. Сосуды работают хуже, обмен веществ хуже, сон хуже, и эта цепочка раскручивается быстрее, чем люди думают. В медицине часть этого процесса называют саркопенией, когда уходит мышечная масса и, главное, сила. А по-человечески это выглядит так: минус устойчивость, минус контроль, минус способность подхватить себя. При этом отражение в зеркале может еще не показывать никаких изменений. Сегодня я дам вам 5 простых маркеров, которые можно проверить буквально сразу. Это не диагноз, это не попытка поставить вам ярлык по видео. Это способ заметить тенденцию раньше, чем она станет очевидной. Итак, первое – это стул. Сможете ли вы встать со стула без помощи рук? Не с высокого барного стула, а с обычного. И еще лучше, с низкого дивана. Если вы ловите себя на том, что хочется толкнуть себя руками, зацепиться за край, сделать упор – это сигнал. Функциональная сила ног и таза проседает. Еще лучше 5 подъемов подряд. Сели, руки не помогают, 5 раз встали и сели. Не на скорость, а на качество. Насколько тяжело, насколько вы задыхаетесь, насколько горит передняя поверхность бедра. И главное, не начинаете ли вы искать опору уже на 3-4 повторе. Потому что жизнь это не одно какое-то движение, жизнь это повторение. Каждый день, и именно в повторениях тело выдает правду. Второе – это лестница. Если раньше 1-2 этажа давались спокойно, а теперь вы начинаете экономить силы, замедляться, ловить тяжесть в ногах или хочется сделать паузу, это снижение силовой выносливости. Я знаю стандартное объяснение. Устал, не выспался, погода не такая. Но если это повторяется неделями и месяцами, то это уже тенденция. Третье – это равновесие и реакция. И вот тут большинство людей вообще не понимают, что происходит. Они думают, что сила – это поднять тяжелое. Нет, после 40 сила – это еще и поймать, подхватить себя, когда вы оступились. Это скорость включения. Вы оступились, и вам нужно мгновенно включить стопу, голень, бедро, ягодицу и корпус. Если эта система выключается, вы падаете. Простой вопрос. Стали ли вы чаще цепляться, спотыкаться, чувствовать неуверенность на льду, на мокром полу, на ступеньках? Стали ли вы ходить осторожнее не потому, что вы мудрые, а потому, что вы подсознательно не доверяете телу? Это тоже ранний маркер. Четвертое – это хват. Я специально его выделяю, потому что он часто честно отражает общий уровень силы и качество нервно-мышечной связи. В идеале это измеряется динамометром, но даже без него все видно в быту. Банки, крышки, пакеты, сумки. Если вдруг стало сложнее открутить крышку, стало неприятно держать тяжелый пакет, стало труднее висеть на перекладине, это сигнал. И здесь важно не обманывать себя словом «устал». Если это повторяется месяцами, это тенденция. Пятое – подъем с пола. Это один из самых честных тестов, потому что он включает почти все. Ноги, таз, корпус, координацию, баланс и подвижность суставов. Сядьте на пол и встаньте.
И просто обратите внимание, что делает ваше тело автоматически. Вы помогаете себе руками или нет? Вы ищете опору или нет? Вы встаете одним движением или в несколько этапов. Если без рук становится сложно, это повод признать, что функциональный запас стал меньше. Теперь я хочу показать одну вещь, чтобы вы точно поняли идею не в зеркале. Я вот вставляю фрагмент, где делаю приседания на одной ноге пистолетиком. Сразу скажу, что не рекомендую всем это повторять. Если у вас были проблемы с коленями, с голеностопом, с тазобедренными суставами или спиной, даже не пробуйте. Это не тест для всех, это демонстрация принципа. Смотрите внимательно. Многие люди могут относительно красиво сесть пистолетиком, потому что сесть — это контролируемое опускание. А вот встать пистолетиком могут не все, потому что вставание — это не только сила мышц, это нервы, суставы и функциональность в одном движении. Мышца должна включиться быстро и синхронно. Суставы должны дать амплитуду. Голеностоп должен держать стабильность. Тазобедренный сустав — подвижность. Корпус — контроль. И все это должно совпасть одновременно. Еще раз, вам не нужен пистолетик, это крайняя точка спектра. Вам нужен запас, который спасает вас от падений. И вот теперь возвращаемся к началу. Если у вас стали появляться падения, частые спотыкания, неуверенность на скользком, не списывайте это на нормальные явления. Это часто ранний сигнал, что система дает сбой. И чем раньше вы это ловите, тем проще это разворачивается. В полном большом видео по теме я разбираю, почему стареют мышцы, и как нашли препарат, который замедлил процессы старения и дал прирост 28% массы конкретной мышцы и на 50% улучшил выносливость. Это был эксперимент на человеческих тканях и на модели старения на мышах. Он хорошо показывает механизм, что именно ломается с возрастом и почему иногда одних силовых тренировок бывает недостаточно, если вы не собираете систему целиком. А здесь мой вывод простой. Зеркало подождет. Смотрите на функцию. Стул, лестница, равновесие, хват, подъем с пола. Это честнее любого отражения. Если нужен персональный план под ваш возраст, давление, восстановление, уровень активности и цели, это решается на консультации. Если нужен результат с контролем, а не вдохновился и забыл, это формат сопровождения. Если хотите работать самостоятельно, есть курс «Как замедлить старение». Ссылки в описании и в первом комментарии.